Игр выпускается много разных, есть очень сложные, есть очень простые, есть соревновательные, есть кооперативные, и каждый подбирает из них себе сам ту, которая нравится ему. А вот когда игры спустя долгое время переиздаются, обычно это является признаком неплохой игры. Сегодня у меня на столе будет игра, которая впервые появилась в 2005 году. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia, на столе у меня настольная игра Фьорды, и это абстрактная игра про заполнение игрового поля, про его выкладывание изначально и про то, как ваши викинги будут распространяться по нему и пытаться отрезать чужих игроков от столь ценных клеточек, на которых смогут выставиться ваши собственные фигурки, для того, чтобы вы получили победные очки в конце и победили. У каждого игрока будут свои домики, и в итоге будут свои викинги, которые будут распространяться по континенту, вернее, или по острову, который вы сами себе сначала сделаете. А потом вы почитаете, у кого викингов на поле больше, тот и победил. Давайте потихонечку разбираться, как играть во Фьорды. Итак, каждый игрок получает себе мешочек, в котором лежат вот такие вот викинги. Получает домиков себе. Если вы играете дополнение, получите себе еще наборчик рунных камней, в зависимости от того, какие вы решили взять себе в игру. На поле выкладывается тайл, и 4 тайлика открывается отдельно. Это 4 тайла земель, которые будут доступны вам для розыгрыша. Игроки будут по очереди выбирать один из этих тайлов и прикладывать к стартовому тайлу. Важный момент в том, что когда мы берем тайлик, мы должны совместить его с теми, которые уже лежат на игровом поле, и совместить его минимум двумя гранями. То есть можно было бы сделать вот так, или, например, вот так. Важно, чтобы все виды ландшафта совпадали рядом. Тайлик выложили, следующий игрок ходит. Также в момент своего хода игрок может взять и выставить домик на ту клеточку, которую он поставил. Для чего это делается? Все это делается для того, чтобы во второй фазе мы будем разрастаться от наших домиков. И если к тому моменту, когда в мешке не останется тайлов, вы не выставили ни одного домика, ну, вы, в принципе, сразу проиграли. С другой стороны, вы не обязаны выставлять все 3 своих домика, но обычно это очень полезно и поможет вам победить. Итак, игроки постепенно наращивают игровое поле, и важный момент в том, что нельзя еще создавать отдельно дополнительные зоны суши. То есть у вас это всегда один остров, и нужно помнить о том, что через горы викинги ваши лазить не умеют, и через воду плавать они тоже не умеют, потому что это викинги с вилами, а не викинги на дракарах. Игровое поле постепенно застраивается, и игроки сделают себе достаточно большой остров. Сейчас мы ускорим этот процесс. В какой-то момент, соответственно, игроки будут выставлять свои домики на игровое поле. Когда игроки выложили все тайлы местности или больше не могут выкладывать тайлы местности, они переходят ко второй фазе. И это самая напряженная фаза, в которой игроки как раз будут друг против друга противоборствовать. Если первая фаза была такая стратегическая, вы готовили себе поле, расставили свои домики для того, чтобы дальше из них расселяться, то здесь будет поле такое тактическое. И вы, соответственно, будете выставлять уже своих викингов на игровое поле для того, чтобы постараться отбить как можно больше территорий. И для этого будет делать следующие вещи. Например, белый викинг понимает прекрасно, что розовый викинг претендует на его часть поля, и поэтому он постарается выставить как можно раньше вот сюда вот викингов, чтобы перекрыть розовую с этой стороны. Пока розовый будет распространяться отсюда, он сможет немножко распространяться и идти отсюда. То есть как это будет выглядеть? Беленький первым же миблом своим поставит, например, вот сюда вот миблика, вот так вот. Потом сходит у нас черный, он будет пытаться сделать тоже что-то и, например, перекрыть белому проход вот сюда и поставить черного сюда. Красненький же попробует все-таки пробиться в ту сторону и поставить сюда. Но, чтобы его перекрыть, белый поставит миблика сюда, и, как видите, проход перекрыт. Выставлять викингов можно либо рядом с вашим домиком, либо с другим вашим викингом рядом. Но только на равнинах. То есть, сюда можно, потому что здесь есть равнина, а вот сюда сразу нельзя, потому что между ними гора. И таким образом вы будете стараться выставить как можно больше своих викингов на игровое поле, отрезая других игроков от отдельных частей земли, от отдельных там полуостровов, от отдельных атоллов и так далее, для того, чтобы ваших оказалось как можно больше на игровом поле. Выглядит это будет приблизительно вот так.
Если игрок должен выставить мипла, но выставить он его никуда не может, в частности, вот у нас у светлого игрока не осталось ни одной клеточки, куда бы он мог поставиться, он начинает пропускать свои ходы. Остальные игроки продолжают играть, то есть, например, вот у нас черный выставит одного миплика, и розовый выставит еще одного миплика, потом у нас черный пропустит ход, и розовый выставит еще одного миплика. И фактически после этого мы считаем победные очки. Каждый мипл, который выставлен на игровое поле, то есть каждый викинг ваш с вилами, которого туда поставили, вилкинг, каждый вилкинг ваш выставлен на игровое поле, принесет вам одно победное очко. У кого больше победных очков, тот и победил. При этом нужно понимать, что в этой части игры вам нужно смотреть над тем, кто куда двигается, где кого можно отрезать, где кого можно было подрезать и так далее. В частности, например, как только белый выставил вот этих двух мипликов, то вот этого мипла уже можно было не спешить никуда ставить, потому что сюда больше никто не доберется. Розовый не доберется сюда через море, через землю здесь тоже подхода никакого нет. Поэтому можно было распространяться в других местах и пытаться поставить как можно больше миплов там. Количество тайлов, которые у вас будет на игровом поле, зависит от количества игроков. И количество миплов, соответственно, которых вы будете вставлять, которые у вас влезут фактически, тоже зависит от того, сколько у вас на поле и насколько агрессивно играют ваши оппоненты. Для того, чтобы сделать игру немного более разнообразной, в игру добавлены такие вот специфические руны. Они в базовой версии картонные, в делюкс-версии такие вот прям прикольненькие камушки. И они дают возможности дополнительных действий и дают возможности дополнительного получения победных очков. Некоторые из них будут выставляться на игровое поле, если ваши викинги находятся рядом с ними, вы получаете дополнительные победные очки. Некоторые позволят вашим викингам перескакать через там 2-3 клетки и встать на другое место, и тем самым выбраться из западни, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Зависит от того, какие руны вы набираете, там есть специальные прям в правилах прописанная последовательность набора рун. То есть там сначала одну руну, потом эту руну и еще одну руну и так далее, и так далее, и так далее, для того, чтобы вы запомнили, как эти руны работают и что с ними делать для того, чтобы получать победные очки. И это все. То есть правила в игре очень простые, игровой процесс банален, но при этом он достаточно динамичный, он агрессивный. Но агрессивный не обидно. То есть, да, как бы понятно, что все игроки будут пытаться выставить миплов на игровое поле, но если ваши вилкинги перекрыли кого-то другого, ну, по-настоящему это не то, что обидно. Зато когда вы сделаете реально крутой ход и поставите перекрытие там, где другой игрок не ожидал, что вы его сможете перекрыть, это прям реальное удовольствие. А также, соответственно, если вы сможете победить еще при этом, набрав как можно больше победных очков, выставив всех викингов на свое игровое поле, это тоже отдельный кайф. Так что если вы не имеете ничего против абстрактного игрового процесса, но при этом достаточно контактного взаимодействия, то можете попробовать фьорды, они вам могут понравиться. И это все на сегодня, что я вам хотел рассказать. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!